В этом затерянном в Гималаях пыльном краю, продуваемом сильными ветрами и изрезанном на глубокие каньоны рекой Кали-Гандаки, находится масса рукотворных пещер 10 тысяч по самым скромным оценкам. Некоторые расположены вдалеке от других и, подобно одиноким ртам, разверстым на морщинистых ликах выветренного камня, а иные теснятся группами целые скопления, порой по 8, а то и по 9 этажей, настоящие вертикальные деревни. Одни выдолблены в стенах утесов, другие пробиты сверху, и многим из них не 1000 лет. Кто вырыл эти пещеры? Зачем? Ответов на эти вопросы нет ни у кого. Непонятно даже, как люди в горные пещеры попадали, ведь и современным альпинистским снаряжением забираться сюда очень опасно. А что использовали прежде? Веревки, леса, выдолбленные ступени? Неизвестно. По всей видимости, 800 лет назад в этом регионе было очень неспокойно, и местные жители в надежде обрести безопасность переселялись в недоступные горные пещеры. В деревню вернулись только их очень далекие потомки. Если вы не доверяете соседям, пещера для вас отличный выбор, уверен археолог Марк Алдиндерфер. Фото. Кори Ричардс. Зато известно, что 7 веков назад в Мустанге кипела жизнь. Это был центр буддийской науки и искусства, и, вероятно, здесь проходил самый удобный путь от соляных залежей Тибета к индийским городам. Соль была одним из ценнейших товаров, и в эпоху расцвета Мустанга по здешним горным тропам тянулись караваны повозок, груженных солью. Позже, в 17 веке, когда возвысились соседние королевства, в Мустанге начался упадок. Ситуацию усугубило и то, что в Индии стали разрабатывать собственные месторождения соли. Величественные статуи храма Мустанга стали ветшать и разрушаться, а скоро и само королевство было практически забыто. Историю пещер Мустанга на 3 периода. В начале, может быть 3000 лет назад, это были гробницы. Затем, примерно 1000 лет назад, пещеры стали использовать в основном в качестве жилья. Несколько веков долина реки Кали-Гандаки, бутылочное горлышко, соединяющее высокогорье и низины Азии, по всей видимости, часто бывало полем битвы. Люди жили в постоянном страхе. Стремясь к безопасности, они переселялись в пещеры. Лишь к началу 15 века большинство местных жителей вернулись в обычные деревни. Пещеры стали помещениями для медитации, военными наблюдательными пунктами и складами. Впрочем, даже в наши дни в них обитает несколько семей. Там теплее зимой, говорит Янду Беста, родившийся в одной из пещер Мустанга в 1959 году и проживший в этих неуютных апартаментах до 2011 года. Но воду туда поднимать трудно. Мустанг – труднодоступный район Непала. Ученые и скалолазы идут по тропе над рекой Кали-Гандаки. В 1,5 десятках метров над их головами ряды неисследованных рукотворных пещер, вырытых много веков назад. Скорее всего, таких пещер в Мустанге тысячи. Фото. Кори Ричардс. Более 2 веков неприступные горы и строгие правительства берегли тайны соляного края. И лишь в середине 1990-х, получив доступ на эту территорию, археологи из Кёльнского университета вместе с непальскими коллегами смогли заглянуть в самые легкодоступные пещеры. И сразу же натолкнулись на многочисленные останки, возрастом по меньшей мере 2000 лет, лежащие на деревянных ложах. На всех были медные украшения и стеклянные бусы, сделанные не в Мустанге. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.